Вы сидите на диване, в комнате царит полумрак, и ваша кошка, которая обычно часами спит на своем любимом месте, вдруг начинает вести себя странно. Она встает, проходит пару шагов, ложится, тут же вскакивает и снова начинает ходить по комнате. Она не находит себе места. Вы зовете ее, но она даже не поворачивает головы. В этот момент в глубине души у вас рождается холодное чувство тревоги. Вы пытаетесь успокоить себя. Может быть, она просто разыгралась? Или ей не нравится новый корм? Но ваш инстинкт подсказывает, что то идет не так. То, что вы наблюдаете, это не просто каприз. Это изменчивость поведения, которая в мире ветеринарии часто является первым и единственным предупреждением надвигающейся катастрофе. Сегодня мы поговорим о признаках, которые должен знать каждый владелец, потому что когда дело касается острых состояний, счет идет не на часы, а на минуты. Мы разберем, почему просто беспокойство может означать смертельную опасность, как распознать невидимую боль, и почему привычки в еде могут стать триггером для самого страшного сценария. Глава 1. Когда странное поведение становится экстренным. Кошки мастера маскировки. Эволюция научила их скрывать боль до самого последнего момента. Но когда наступает критическое состояние, их природа берет верх, и они начинают проявлять признаки, которые мы часто ошибочно принимаем за обычную нервозность. Один из самых серьезных индикаторов – это внезапное беспокойство. Если ваша кошка внезапно перестала быть собой, если она выглядит растерянной или не в своей тарелке, это огромный красный флаг. В ветеринарной практике мы часто видим это при таких состояниях, как вздутие или острые абдоминальные боли. Животное просто не может лечь или не хочет ложиться, потому что любое давление на живот причиняет невыносимые страдания. Представьте, ваша кошка ходит кругами, ее взгляд затуманен, она может начать чрезмерно вылизывать губы или сглатывать слюну. Это не признаки голода. Это признаки тошноты и глубокого дискомфорта. Если вы видите, что кошка принимает необычные позы, например, растягивает тело, вытягивая задние лапы, или стоит в позе молитвы, передняя часть опущена, задняя поднята, это классический признак того, что она пытается облегчить давление в брюшной полости. Глава 2. Смертельная математика рвота и вздутия. Существует один симптом, который ветеринары называют матерью всех экстренных ситуаций. В мире собак это известно как ГРВ – гастродилатация и заворот кишок или просто вздутие. И хотя это чаще обсуждается в контексте крупных собак, механизмы острой боли и заворота могут быть применимы к любому питомцу, чье поведение резко изменилось после еды. Самый пугающий признак – это неукротимая рвота, когда кошка пытается вырвать, но ничего не выходит. Она делает позывы, она напрягается, но желудок заблокирован. Если вы слышите эти характерные звуки пустых рвотных позывов, это не значит, что ей просто что-то попало в горло. Это может означать, что кровоток к желудку и другим органам перекрыт. В такие моменты вы можете аккуратно прощупать живот своего питомца. Если он кажется напряженным или вздутым, как барабан, это критический индикатор. В этот момент каждая минута на счету. При завороте или критическом вздутии каскад опасных событий в организме развивается. Всего за 20-60 минут. Если вы видите сочетание беспокойства, рвотных позывов, без результата и раздутого живота, бросайте все и звоните в экстренную ветеринарную службу. Немедленно. Глава 3. Ловушка сухого корма и заглатывание воздуха. Почему это происходит? Новые исследования показывают, что мы можем совершать ошибки в самом простом в том, как мы кормим наших кошек. Большинство домашних кошек питаются ультрапереработанным сухим кормом киблом. Проблема сухого корма в том, что многие животные не жуют его, а буквально заглатывают целиком. Когда кошка ест слишком быстро, возможно, из-за конкуренции с другим питомцем в доме, она заглатывает огромное количество воздуха. Этот воздух
вместе с сухими гранулами попадает в желудок. Сухой корм начинает впитывать влагу, расширяться и вырабатывать газы. Желудок растягивается, воспаляется, и в какой-то момент он может просто не выдержать давления и перевернуться. Исследования показывают, что высокий уровень переработки корма и наличие определенных масел, особенно растительных, семенных масел, в первых ингредиентах состава могут повышать риск воспаления и последующего вздутия. Если вы видите маленькие кусочки корма, которые кошка просто вдыхает, вы находитесь в зоне риска. Глава 4. Ошибки, которые мы совершаем каждый день. Мы часто думаем, что делаем жизнь нашей кошки удобнее, но иногда это оборачивается против нее. Например, поднятые миски. Казалось бы, это хорошая идея поднять еду повыше, чтобы кошке было легче есть. Однако ветеринарный опыт показывает, что это может быть не совсем естественно. В природе кошка ест с земли, наклоняясь вперед. Когда миска поднята, это может позволить животному всасывать пищу еще быстрее, заглатывая еще больше воздуха. Это неестественная позиция для сканирования угроз вокруг, как это делали бы дикие предки, и это ускоряет процесс потребления пищи до опасных пределов. Еще одна критическая ошибка – активные игры сразу после еды. Мы все любим поиграть с кошкой, когда у нас есть свободное время, но если она только что плотно поела сухой корм, который начал разбухать в желудке, любая чрезмерная активность может спровоцировать смещение или заворот желудка. Также не рекомендуется давать кошке выпивать огромное количество воды сразу после еды, так как это увеличивает объем содержимого желудка и ускоряет расширение гранул корма. Глава 5. Путь к спасению. Стратегия профилактики. Хорошая новость заключается в том, что при раннем распознавании признаков шансы на выживание питомца возрастают с 40% до 80% и выше. Но в идеале мы вообще не хотим доводить дело до хирургического стола. Как мы можем предотвратить катастрофу? Первый. Измените рацион. Переход на диету на основе мяса с крупными кусками заставляет животное тратить больше времени на жевание и меньше на заглатывание воздуха. Мясо переваривается естественнее и не вызывает такого газообразования, как переработанный крахмалистый кибл. 2. Замедлите темп. Если ваша кошка пылесос для еды, используйте специальные миски, лабиринты, slow feeders. Это заставляет ее доставать каждую гранулу по отдельности, имитируя естественный процесс добычи пищи. 3. Разделите приемы пищи. Вместо одной большой порции давайте 2 или 3 небольшие в течение дня. Это снижает нагрузку на желудок и риск его растяжения. 4. Устраните конкуренцию. Если у вас несколько кошек, не кормите их бок о бок. Пищевая конкуренция заставляет их есть быстрее, чтобы брат или сестра не отобрали еду. Разделите их по разным углам или комнатам, чтобы еда была временем спокойствия, а не соревнованием. 5. Добавьте ферменты. Использование пищеварительных ферментов при каждом кормлении помогает быстрее расщеплять пищу, уменьшая количество газов, производимых в желудке и кишечнике. Глава 6. Когда минуты решают все. Если вы заметили чрезмерное слюнотечение, одышку или то, что кошка постоянно облизывает губы, вскоре после еды это время действовать. Не ждите, пока она начнет кричать от боли. В этот момент внутри организма могут выделяться токсичные продукты воспаления, которые могут привести к вторичным осложнениям, таким как сердечная аритмия или некроз тканей. Помните, вы единственный защитник своей кошки. Она не может сказать, что ее желудок раздувается. Она может только показать это своим поведением. Будьте внимательны к деталям. Если она просто не в себе, если она ведет себя странно, доверьтесь своей интуиции. Лучше один раз съездить к ветеринару зря, чем опоздать на 20 минут, когда жизнь вашего друга висит на волоске. Язык доверия. Мы любим наших кошек за их независимость и грацию,
Но эта же независимость делает их уязвимыми перед лицом внезапных болезней. Понимание того, как простые изменения в поведении связаны с физиологическими процессами внутри их тел, это ваш главный инструмент. Устранение избыточного количества сухого корма, отказ от поднятых мисок и внимание к тому, как быстро ест ваш питомец. Это не просто советы, это базовые правила долголетия. Выбирайте менее переработанные продукты, добавляйте костный бульон или воду в сухой корм, чтобы облегчить его расщепление, и всегда следите за тем, чтобы после обеда в доме царила тишина и покой. Ваша кошка доверяет вам свою жизнь каждый день, когда она подходит к своей миске. Сделайте этот момент максимально безопасным. Сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что ваша кошка вела себя необъяснимо беспокойно? Замечали ли вы, как раздувается ее живот после еды? Поделитесь своими историями в комментариях. Возможно, ваш опыт поможет другому владельцу вовремя распознать опасность и спасти жизнь. Берегите своих маленьких хищников. Наблюдайте, слушайте и действуйте быстро. До встречи в следующем видео.